Всем привет! Давайте сегодня посмотрим на такую тему, как разговор с его душой. Представьте своего мужчину и будем смотреть на него. Также для личного расклада обращайтесь ко мне в Инстаграм, либо пишите на WhatsApp. Инстаграм называется imperia.taro, пишется латиницей. Также для тех, кто до сих пор спрашивает, где продолжение расклада находится на моем YouTube-канале Империя Таро. В поисковик вбейте и выйдет мой канал. Итак, разговор с его душой. Представляем, расслабляемся. Давайте посмотрим, какой мужчина к нам пришел. Мужчина пришел тот, который ваш адрес давно не проявляется. Мужчина, возможно, на данный период времени может болеть, да, либо находиться в тех условиях, которые не позволяют с вами связаться. Такое тоже не исключаю. Ну и вообще я вам скажу, конечно, с этим мужчиной у вас сейчас ничего не происходит. И этот мужчина давно не проявляется, да, к вам. Он сам поставил на паузу. Еще какой мужчина, а? Мужчина незрелый, мужчина не исключено. Либо бывший ваш супруг, да, бывший, настоящий. Тоже не исключается, да, того, что вы могли расстаться, но при этом находиться еще в законном браке. Этот мужчина, знаете что, мог вообще выбрать другие отношения и сейчас проживать с другой женщиной, да. Возможно, мужчина женатый здесь. Но я вам скажу, все равно, несмотря на то, что между вами пауза, да, находится, все равно мужчина хочет как-то к вам проявиться, помириться с вами. Есть такое. Возможно, вы его были семья, тоже не исключено. Так, какой это еще мужчина? Так, здесь мужчина-игрок. Харизматичный, яркий, возможно, даже красивый. Не исключено может быть, знаете, сам по себе он может быть любого знака зодиака, да, но его харизматичность, да, вот от огненной стихии вот что-то есть. А я вам скажу, вы этого мальчика-клоуна послали куда подальше, понимаете? Сейчас этот мужчина еще обладает женским характером, понимаете? Но и еще могу добавить то, что вы могли его послать куда подальше из-за его неопределенности, из-за его игр, понимаете? Ну, вы вычислили его, что мужчина здесь игрок. Помимо вас может быть здесь другая женщина, понимаете? Он все время вот так вот решениями, да, как жонглер. Ну, вы поняли, и все, и здесь корону, понимаете? Сбили этому мальчику. И пошел мальчик дальше играть. Итак, давайте посмотрим, что он хочет все-таки вам передать. Ваш мужчинка. Ну, давай, слушаем тебя. Что ты хочешь передать? Ты знаешь, я все-таки разочаровался. Я понимаю то, что если мы были с тобой женаты, да, я понимаю прекрасно, что в наши отношения вмешивались постоянно третьи лица. Возможно, семья, возможно, здесь... Может, этот мужчина еще вам говорит, то, что я разочарован в сам себе, когда ты ожидал от меня помощи, я тебе не помогал. Понимаешь, я такой мужчина, который я не люблю, когда указывают мне. Я вообще люблю давать распоряжение сам. И еще могу сказать то, что жизнь, конечно, меня учит тому прийти все равно вот к духовности, да. Я получаю жизненные уроки. Я на данный период времени нуждаюсь в такой позиции, когда мне нужна помощь. Ну и тем самым, конечно, я разочаровался. Так, а конкретно в чем или в ком-то разочаровался, в себе, в ком-то разочаровался? Ну, знаешь как, я разочаровался тем, да, то, что я слишком был по отношению к тебе очень холоден, да. Я сам все сделал так, что ты от меня отвернулась, понимаешь, ты сейчас стала такая женщина, которая уважает себя, самодостаточная, которая, в принципе, без меня хорошо. Я все это сделал сам. Ты сейчас стала для меня очень яркая, красивая, такая сексуальная, да. И я тебе скажу, меня, конечно, очень раздражает то, что ты сейчас вообще не нуждаешься во мне, ты смотришь вообще в другую сторону, понимаешь, ты смотришь в сторону самодостаточности, и при этом тебе от этого хорошо. Что ты еще хочешь сказать своей женщине? Ну, я манипулятор, ты знаешь, я знаю то, что сейчас... Я долго не выхожу на связь. Почему? Конечно, это моя манипуляция. Я стараюсь контролировать себя, так как я манипулятор. Я полностью ухожу в работу, понимаешь? Хотя внутри я сам по себе очень одинокий, внутри во мне холод, да, я пытаюсь как-то набраться мудрость. Еще хочу добавить, что я специально от тебя отдалился. Это тоже моя манипуляция. Что ты еще хочешь передать своей женщине? Ты знаешь, меня так сильно раздражает, что ты от меня отдалилась, что ты от меня закрылась. Мне так и хочется, знаешь, как-то резко ворваться в твою жизнь, нагрубить тебе, вот все высказать тебе, что я о тебе думаю. Ты не думай, я за тобой очень слежу, особенно через социальную сеть. Ты в мою сторону вообще не смотришь, ты от меня отвернулась, а меня это все больше и больше вот как-то злит. И при этом я себя сдерживаю, чтобы не написать тебе. Помимо этого, я понимаю то, что ты пребываешь в своем мире, да. Возможно, ты меня заблокировала, я тебе заблокировал. Но знай, для чего я тебя заблокировал, для того, чтобы как вот соблазн не был.
Ты, возможно, от меня сейчас далеко, но все равно ты не думай, я о тебе не забыл. Меня прямо, знаешь, как злость внутри, она меня поедает. Поедает. Что ты еще хочешь своей женщине сказать? Я знаю, что ты со мной поступила справедливо. Потому что ты женщина, которую я, к сожалению, не разглядел. Если мы с тобой были женаты, то, поверь мне, на тот период времени был у меня кто-то помимо тебя еще другой, и я думал, что я поступаю правильно. Но сейчас я понимаю то, что ты со мной поступила справедливо. Ты знай то, что я все равно, ты остаешься для меня главной женщиной, любимой женщиной, ты очень красивая женщина. Никто с тобой рядом даже не сравнится. Ты также, если у вас есть дети, ты мать моего ребенка, да? Я знаю, почему ты от меня отказалась. Ты меня тем самым наказала. Ты меня оставила без выбора. Ты выбор сделала сама. Что еще ты хочешь сказать своей женщине? Ты знаешь, меня очень сильно раздражает то, что когда я тебя предавал, поступал с собой очень подло, да, и я тебе скажу одно, то, что я тебе распускал очень плохие слухи. На тот период времени я был уверен в том, что я поступаю правильно. Почему? Потому что я увидел для себя другой шанс. Этот шанс был для меня очень значим, очень. Это, может, мне предложили деньги, что-то такое вот предложили, и, естественно, я даже не думал, я просто отказался и просто с собой подло поступил на тот период времени. Ради другого шанса. Этот шанс, это, возможно, более другая ресурсная женщина была, да? Я понимаю, что я подлый, что я в твоих глазах предатель. Теперь я понимаю, почему ты так со мной поступила. Ты поступила, да, у тебя своя правда. Но и ты не забывай, что у меня своя правда. Но я знаю то, что косяк за мной. Ты в моих глазах выросла. Ты за мной не побежала, ты меня не умоляла. Ну и ты мне в то же время, ты мне шанс не дала, на который я рассчитывал. Я был просто уверен в этом. Поэтому мне было не страшно тебя обижать, предавать, потому что я настолько был в тебе уверен. Но я ошибся. Я ошибся. Теперь я понимаю, почему ты от меня отдаляешься, от меня закрылась, ты меня тем самым наказала. Так, что еще хочешь передать своей женщине? Ты знаешь, я тебе скажу, конечно, я понимаю, ты для меня судьбоносная женщина. Ты знаешь, я очень хочу опять это колесо фортуну крутануть в нашу пользу. Понимаешь, меня все равно тянет в это прошлое, да? И я понимаю то, что вся причина была во мне. Меня заинтересовали другие женщины, либо другая женщина, да? Когда я поверил в себя, не посмотрев на то, что нас с тобой объединяет, да? И я тебе одно могу сказать, то, что я человек непостоянный. Я как быстро, я как спичка. Как меня зажжешь, так и быстро я потухаю. Интерес быстро потухает. Но ты не думай, меня все равно, я очень хочу вернуться в наше прошлое. Что ты еще хочешь сказать своей женщине? Ты знаешь, я тебе скажу, я себя корю. Я себя корю, я сделал какой-то выбор. Вообще наши с тобой отношения, да, они такие более с препятствием. Ты меня очень сильно, даже не представляешь, насколько ты меня сейчас соблазняешь, какое сексуальное есть к тебе притяжение, да, и у меня конфликт. Конфликт был связан с выбором. Понимаешь? Я себя за это корю. У меня внутренний идет конфликт. Помимо этого, ты сильная стала, ты знаешь, и ты не даешь мне сделать выбор в твою пользу. Ты отстаиваешь свои границы. Мы с тобой как два соперника, но ты настолько сильная. У меня просто к тебе, ты у меня вызываешь уважение. То, что ты сделала свой выбор. Понимаешь? Но все равно у меня внутренний конфликт, они продолжаются. Что ты еще скажешь своей женщине? Ты знаешь, я дурак, я мечтательный дурак. Я мечтал всегда о том, что, понимаешь, я, как ребенок, у меня были свои мечты, были связаны с пьянками, гулянками. Вот. Ты знаешь, о чем я мечтал? О том, что я начну новую жизнь, да, и все мои мечты воплотятся в реальность. А реальность это была какова вот для меня, да, мечта была, что мне можно было пить, гулять, было много женщин, и все мои мечты, вот все задумки, которые... Я о чем мечтал, чтобы они все исполнились. Я же в этом был уверен. Понимаешь? Вообще я безответственна. Я понимаю то, что я очень безответственный. Я любитель создавать любовные треугольники, постоянно вводить людей в иллюзии, понимаешь? Но и я сам верю в это. Что ты еще хочешь передать своей женщине? Ты знаешь, я знаю, что я от тебя ушел. Я на тот период времени, да, могла и ты меня послать, конечно, да. На мой уход повлияла женщина. Женщина, которой ты не узнала. И я тебе скажу, на тот период времени я был настолько уверен в этой женщине, и это был мой каприз. Почему? Потому что я мужик. Понимаешь? Я мог переехать, вообще от тебя отдалиться. И, кстати, я от тебя много чего еще скрывал, да? Но причина была в том, что я с тобой так поступил, причина была в женщине. Женщина, которой ты не знала. А если даже и знала, причина была вся в ней. Что ты еще передашь своей женщине? Ты знаешь, я тебе скажу, если мы с тобой когда-то проживали, да, я тебя просто променял. Либо
если ты была моей любовницей, да, с которой у нас с тобой были отношения, то я променял на дом. Если ты моя супруга была, либо даже вот просто были, да, вместе, то он говорит, ты знаешь, меня, конечно, мучило, но ничего не могу сказать. Но дьявол победил, потому что я сам дьявол. Мне было плевать, и ты понимаешь, я люблю делать то, что мне нравится, то, что мне хочется. Это вот мой внутренний вот демон, который все требует, понимаешь, я люблю, я знаю, что я тобой много манипулировал, обманывал, изменял, если ваш мужчина выпивает и пухал, я знаю, что я тебя к себе привязал, что я тебе причинил очень много боли, я знаю, что ты очень мучилась, ты как-то все равно пыталась как-то из меня сделать человека, но у тебя не получилось. И ты знаешь, сейчас я просто понимаю то, что меня как сам черт попутал. Понимаешь, все равно я тебе скажу, у меня характер дьявола. У меня внутренний дьявол во мне сидит, который мне диктует, что мне делать. Хотя я сам не рад. Я не рад то, что я все-таки потерял то место, где я был счастлив. Понимаешь? Ты не думай, да, я сейчас гуляю, все равно дьявол меня в покое не оставил, ну потому что это моя сущность, да. Но все равно я также пребываю в страхах, у меня есть переживания, понимаешь, что я не смог устоять перед соблазном. Понимаешь? Был соблазн, но я же сам такой же, и, соответственно, повелся на это. И мне было на тот период времени плевать, что я с тобой так поступаю. Я не разглядел в тебе тогда императрицу. Я только понял тогда, когда ты от меня отказалась. Понимаешь ты это? Что еще ты скажешь, передашь своей женщине? Ты знаешь, я понял. У меня произошло прозрение. Прозрение то, что я ожидал. Понимаешь, я тебе скажу то, что я слишком эгоистичен. Я на тот период времени решил, понимаешь, здесь победило мое эго. У меня больное эго. Я вот ждал. Ну, меня, конечно, я разочаровался в том, то, что у нас с тобой произошел разрыв. Понимаешь? Почему-то я был уверен совсем в другом. Так, а что тебя конкретно разочаровало? Что ты ожидал и не получил? Ну, еще вам скажу то, что он ожидал, что вы будете его тешить эго продолжать. Что же ты не ожидал? А он не ожидал то, что все рухнет, понимаете, что? Если у вас была семья, то что все развалится. Он говорит о том, то, что я не ожидал. Понимаешь, в нашу ситуацию уже все, там высшие силы уже вмешались. Мои, к сожалению, все обманы, манипуляции, измены, ты обо всем узнала. И наш с тобой фундамент, он рухнул. А ты знаешь, я с тобой правда был счастлив. Но я этого на тот период времени, я об этом не думал. Уже высшие силы вмешались, и наш союз, как сказать, развалили, да. Что еще ты хочешь передать своей женщине? Я эгоистичный. Ты знаешь, когда я уходил, я настолько такая, вот знаешь, такая зажравшаяся скотина, которая думает только о себе. Ты знаешь, когда я уходил, я специально сделал так, то, что я будто на тебя обижен. Ну, либо ты от меня ушла, неважно. Сам факт того, то, что я понимаю тебя, но и ты знаешь, что и со мной так нельзя поступать. Понимаешь? Это когда ты не признала во мне своего мужчину, да? Ты вообще должна все делать для меня, но ты отказалась от меня, тем самым ты меня обидела. Тем самым ты, понимаешь, ты мне корону сбила, ты подшатнула моего внутреннего ребенка, поэтому у меня к тебе и агрессия, и злость. Понимаешь? Что еще передашь своей женщине? Ты знаешь, я очень хочу с тобой помириться, а на данный период времени ничего не происходит. Ты меня очень сексуально притягиваешь. Притяжение очень есть. У меня прям, знаешь, вот что между ног, вот тебя вижу, и прям стоит. И хочу проявиться в твой адрес. Но сейчас по отношению с твоей стороны идет вот у нас между тобой и мной сейчас затишье, понимаешь? Ничего не происходит. А я очень нуждаюсь в том, чтобы с тобой помириться. Я очень хочу этого. Но хорошо, что еще передашь? Ой, ты знаешь как, я понимаю то, что я променял свою любовь и ушел в будущее, понимаешь, я все-таки в надеждах. Еще то, что я тебе скажу, да, все-таки я тебя люблю, как бы я этого не скрывал, да, есть. И причем, ты знаешь, ты у меня вызываешь такие глубокие эмоции, чувства такие. Как бы тебе, как бы ты ни думала, как бы тебе не было бы смешно, да, все равно, когда я думаю о тебе, да, у меня столько эмоций, поэтому я на тебя и злюсь, потому что, ну, я тебе больше не нужен, ты пошла в будущее, понимаешь, ты от меня закрылась, и я от тебя на расстоянии тоже закрыт. Хотя, понимаешь, я понимаю то, что я отказался от своей любви. Я это прекрасно понимаю. И ты тем самым временем от меня отдалилась, закрылась. А что ты еще хочешь передать своей женщине? Ну, ты знаешь, мне без тебя все равно тяжело, да. Я понимаю, что я до тебя не дорос, но я хочу вот что-то для тебя сделать. Хотя сам с собой борюсь, вообще надо этого, не надо вообще. А вдруг я появлюсь, ты меня нахрен пошлешь, да, и просто опозорюсь. Такое тоже не исключено. Если я к тебе... Но я все равно хочу к тебе как-то проявиться. Хотя я понимаю то, что, извини, уже по-старому не будет, что ситуация очень тяжелая. Понимаешь?
Ну, то, что я все равно какой-то хочу вот подход найти к тебе. Ты меня очень сексуально, я прям вот хочу. Но тяжело тоже мне от этого, понимаешь? Пойми, мне тоже тяжело. Что ты еще хочешь передать своей женщине? Ты знаешь, я тебе одно могу сказать. Плохо мне без тебя, одиноко. Я знаю, что я тебя отстранился, но я все равно тебя люблю и хочу признаться в своих чувствах, но боюсь показаться, знаешь, полным быть идиотом в твоих глазах. Потому что я вижу все, что опять могу добавить тебе, то, что я тебе не нужен, я это вижу. Ты меня боишься, ты от меня отстраняешься, ты не знать меня, не видеть не хочешь. Но я тебе одно могу сказать, я в тебе нуждаюсь. И я хочу подарить любовь тебе, но она тебе не нужна. Понимаешь? У меня очень много страхов, очень много. Примешь ты меня обратно, не примешь. Ты знаешь, я без тебя как вот духовно вот нищий стал. И я тебе могу еще сказать, все равно, когда тебя не стало в моей жизни, да, у меня пошли какие-то проблемы. Возможно, даже и с деньгами проблемы, да. Но как-то без тебя плохо, нехватка идет. Что ты еще передашь своей женщине? Я знаю то, что я сам, все я сделал сам. Я убил сам в себе, сам своими же руками убил в тебе все чувства ко мне. Ты меня искренне любила, ты меня искренне понимала. Ты была моей женщиной, которая правда меня любила искренне. Но я тебя предал. Тем самым я тебя, что в тебе было хорошее, я собственными руками я это все убил. Я понимаю теперь, что ты другой человек. Я это прекрасно понимаю. Я понимаю то, что я разбил тебе сердце. И я какую-то часть в тебе убил. Я все это прекрасно понимаю. Я понимаю то, что я в твоих глазах предатель. Я твое сердце, вот как вот на кусочки его разобрал. Тебе было очень сильно больно. Ты очень эмоционально переживала это. Я знаю, что очень много боли я тебе причинил. Я тебе изменял, я тебе гулял, врал, а ты мне верила до тех пор, пока я тебя не предал. И для тебя это была последняя точка. Ох, интересный был расклад. Ну, хочу все равно поблагодарить этого мужчину, да, что все-таки он нам раскрылся, все-таки с нами поговорил. Аж, знаете, как-то не по себе. И также добавлю, дорогие мои друзья, обращайтесь за личным раскладом, пишите в Инстаграм, либо на WhatsApp, также пишите комментарии. Мне приятно читать ваши, да, отзывы, читать, ну, то, что мои расклады с вами резонируют. Также всех благодарю за лайки, комментарии, подписки. Видите, иногда человек, это вот именно относится к такому типу, да, когда что имеем, не храним, потерявши плачем. Это вот этот случай. Поэтому, дорогие мои девочки, цените себя, любите себя. Кстати, еще могу обратиться к мужчинам, мужчины, которые смотрят мои расклады. Просто меняйте местами, если вы смотрите, да, на женщину, да, просто меняйте местами героем. Например, если вас предала женщина, это будет для вас женщина, да. Мужчина с женщиной меняйте местами. Всем хочу сказать спасибо, кто был со мной на раскладе. До скорой встречи.